Проект «Мир без виз. Вокруг света» с Валерием Шаниным. Путешествие по Турции стало очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В поездке по Турции и Северному Кипру его попутчиками стали Майнур Клементьева с острова Сахалин, Михаил Иванов из Алма-Аты и Марина Осипова из Калуги. Турция. Чай и сладости. Старинный город Амасия со всех сторон окружен горами, защищающими его от холодных ветров. Река Ешиль-Ирмак делит старый город на две части. На вершине горы над гробницами понтийских царей стоит крепость. По уже отработанной схеме путешественники намеревались в ней переночевать. Но не тут-то было. Приехала полиция. Полицейские уверяли, что в крепости спать опасно, и чуть ли не насильно отвезли в более безопасное, на их взгляд, место – в городском парке. Мне так понравилось, на 2 машинах нас привезли. Все показали, на 2, такие вежливые, такие культурные полицейские. Мы-то просили, чтобы нас там оставили, а главный-то и говорит: не могу, население жалуется, население звонит. Население звонит, поняла? Да, конечно, надо. Не дают русским туристам душу отвести. А полицейские оказались правы. В парке ночью было тихо и наверняка теплее, чем наверху в крепости. По количеству мечетей и медресе город Амасия входит в первую тройку городов Турции. Самая большая, Великая мечеть, стоит на самом-самом лучшем месте – в парке между берегом реки и главной городской улицей. Главная достопримечательность Амасии – гробницы понтийских царей, вырубленные в обращенном к городу склоне горы. Издалека гробницы смотрятся очень живописно и ночью, и днем. Но при ближайшем рассмотрении разочаровывают. В них совсем ничего нет. Пустые ниши в скале. Подниматься наверх стоит только ради панорамного вида на центр старого города. Крепость построили одновременно с гробницами, но потом неоднократно перестраивали. А недавно и вообще стали строить заново, для туристов. С первого же взгляда видно явный новодел. Одновременно со строительством продолжаются и археологические раскопки. Черноморское побережье Турции не относится к популярным пляжным направлениям. Вода здесь холоднее, чем в Эгейском или Средиземном морях. К тому же прямо по берегу проложили широкое скоростное шоссе. Тем, кто приедет сюда загорать, придется смириться с шумом и выхлопными газами. Ризе – столица турецкого чая. Все окрестности и склоны холмов в самом городе заняты чайными плантациями. Технология заварки и употребления настоящего турецкого чая лишь немногим проще знаменитой китайской чайной церемонии. По технологии берем так: наливаем заварку, кружечку, так понемножку, опа. Ну, конечно, надо тренироваться, чтобы не проливать. Ну, примерно так это выглядит. Потом мы берем в руку второй чайник, сразу с 2 рук работаем, и наливаем кипяточек. Вот так вот. Оп. Вот так вот. Оп. Пардон. О.
Пока ты пьешь, чай не успевает остыть. Если нужно, так сказать, следующую, то, пожалуйста, вторую, третью, пятую, десятую. Опять наливаешь, опять берешь здесь заварку, опять здесь берешь кипяток, и у тебя все время горячий чай. Турецкий настоящий чай на родине турецкого чая в Ризе. Черноморское побережье Турции отделено от центральной Анатолии высокими Понтийскими горами. Через них проложены автомобильные дороги, но есть и пешеходные тропы. Самая популярная из них начинается в поселке Айдер и идет через перевал на высоте 3150 метров через хребет Качкар. Маршрут рассчитан на 2 дня, но наши путешественники поставили цель пройти за 1. И не для того, чтобы установить рекорд. У них нет теплого снаряжения для ночевок в палатке на большой высоте. Карты нет. Ориентируются по сфотографированной в путеводителе схеме пешеходных маршрутов. Пытаются скачать карту с интернета с помощью айпада. Безуспешно. Уверен, да, ну мы вообще к морю идем. Давай сейчас К северу. Ну, к северу иди. Ну. Как это обычно и бывает в горах, с каждым шагом открываются новые виды, один лучше другого. Тропы пока не нашли, но она должна быть где-то рядом. Сейчас почти полпятого, сейчас 4:20. Надо еще 2 часа есть. Еще 2 часа. Ну, может. За час до перевала и за час вниз. Перевал пройден. Позади остались дожди, туманы и влажные леса Черноморского побережья. Впереди путешественников ждут пустынные ущелья южной части Понтийских гор. Но нужно успеть до наступления темноты сбросить высоту. Наверху холодно, да еще и сильный ветер. О том, что здесь никогда не бывает по-настоящему тепло, свидетельствуют остатки прошлогоднего снега. И это в конце сентября. Быстрее вниз, к теплу. Шли, пока стемнело, но не успели спуститься достаточно низко. Пришлось продолжить спуск в темноте. Благо, ночь выдалась лунная. Палатку поставили уже под утро, а встали еще до рассвета. Очень уж холодно, не заснешь. Как-то все-таки высота выше 2 километров сказывается. Надо как можно быстрее вниз, только там и удастся согреться. Только-только успели собраться, как на дороге показался долмуж. Так в Турции называют маршрутки. Куда-то же едет. Карс основан в IV веке. В X веке он был столицей Армении, затем побывал в составе Грузии. И только в XVI веке вошел в состав Османской империи. Крепость Карс была построена в 1597 году, в период правления султана Мурата III. В XIX веке, в период череды русско-турецких войн, русские войска штурмовали крепость 4 раза. Практически все, что здесь можно видеть сейчас, построено русскими. Мечеть Эвлия построили в 1579 году рядом с гробницей известного мусульманского святого Эбул-Хасан Харакини. В 2000 году ее, вернее весь религиозный комплекс, стали заново реставрировать. И этот процесс продолжается до сих пор. Кладем, как обычно, 2 кусочка сахара, хотя стаканчики здесь, в Карсе, почему-то больше, чем в других частях Турции. В 40 километрах от Карса, на берегу реки Ахурян, по которой проходит граница между Турцией и Арменией, сохранились руины древней столицы армянского Анийского царства. Город, находившийся на маршруте Великого Шелкового пути из Константинополя в Китай, процветал и был известен как город 1001 церкви. От былого величия почти ничего не осталось. Засыпанный осколками пустырь, на котором лишь кое-где видны лежащие в руинах или недавно отреставрированные церкви и храмы.
Вся Восточная Анатолия когда-то была частью Великой Армении. Здесь до сих пор сохранились древние армянские церкви, монастыри и крепости. Среди них и крепость Гичеван, которую на турецкий манер называют Кичеван-Калесы. Она находится в маленькой деревушке Тунчкая, в 12 километрах от шоссе Карс-Кагызман. По шоссе транспорт ходит регулярно, но дальше можно пройти только пешком. Дорога есть, но она петляет серпантином по поднимающейся вверх долине. А путешественники идут напрямик, по срезкам. Сдаюсь, Миша. Вот уже и крепость видна. Но подъем к ней еще круче. Рюкзаки оставили в маленькой пещерке под скалой. Никто их здесь не тронет. И на штурм крепости пошли налегке. Крепость Гичеван сохранилась от армянского города, который был на этом месте в III веке нашей эры. После того, как персы разрушили город, на его руинах поселились курды. Из обломков старинных зданий построили дома и сараи. Туристы сюда попадают редко. Среди деревенских жителей путешественники вызвали переполох. Им стали показывать не только крепость, но и саму деревню. Следующая цель – курдская деревня Чингили. В ней сохранился старинный армянский монастырь. Конечно, добираться до него предстоит автостопом, иначе никак. Вот так вот едем на деревьях. Реально никогда на деревьях еще не ездили. А вот попали. Трактор с деревьями. Какие-то эти. Да, туда нельзя. Все. То есть туда не вставать. Да. Потому что сразу летишь. Только вот по центру. Только по центру держаться. Едва путешественники вошли в деревню Чингили, как их сразу же пригласили в гости попить чая. Собралась вся большая семья, подтянулись родственники из соседних домов. Пошли разговоры кто откуда куда. Так слово за слово засиделись до ужина. А там уже и ночевать пора. Гостиницы в деревне нет, а в палатке путешественникам спать не разрешили. Зачем? Есть свободная комната в доме, а кровати не нужны. Спят здесь на полу. Вырваться удалось только после завтрака. Выходим из гостеприимного дома в поселке Чингили, до которого 24 километра от ближайшего такой дороги. От армянского монастыря сохранилась лишь одинокая церковь, облюбованная голубями. По этой крутой, неасфальтированной дороге только трактора и могут пройти. Люди здесь гостеприимные. Раба. 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 Да. Вот весь процесс. Путешественников вновь пригласили на чай. Отказаться невежливо. Привезли ведь прямо в дом. Второй раз уже едем автостопом на грузовике на большом. По-моему, второй, не третий, все-таки уже сбились со счета. Очень классно. Все поместились. В тесноте до него были.
крепости Баязет во время русско-турецкой войны 1877-78 годов русский гарнизон в течение 23 дней оборонялся от атак турецкой армии. Выстоять им во многом помогло и само расположение крепости на крутом скалистом уступе. До нее и сейчас не очень-то просто добраться. Поможет! Ой! Пролезла! Давай. Только осторожно, меня не столкните, тут обрыв. Вот сюда наступаю, вот. Тут можно на задницу просто спуститься. От крепости сохранился только небольшой фрагмент стены. Прямо внизу мечеть, а чуть дальше по дороге виден дворец Исхак-Паши. Это был одновременно и жилой, и административный комплекс, наподобие стамбульского дворца Топкапы, и не намного его меньше. Завидев туристов, местные жители бросают все свои дела и спешат познакомиться. С удовольствием позируют перед фотоаппаратами. А водители грузовиков не только с удовольствием подвозят, но и становятся добровольными гидами. Вот это вот, да? Бывший армянский Хилят, а ныне турецкий город Ахлат, находится на северо-западном берегу озера Ван. Большую часть своей истории, вплоть до 1915 года, он входил в состав Армении. Крепость Ахлат-Сахил также строилась армянами. Вход бесплатный, никого внутри нет. Полуразрушенные стены, башни, казематы. Озеро Ван – самое большое содовое озеро в мире. В воде растворено так много соды, что на ощупь она кажется маслянистой. Но купаться можно. В начале октября вода еще достаточно теплая. На окраине Ахлата сохранились руины древнего города, который в 1548 году разрушил персидский шах Тахмасп I. Остатки городских стен – жилые пещеры. И вновь автостоп. Автостоп. Нравится мне автостоп. Едем на попутном грузовичке с помидорами в центр города Битлис. Замечательный город. Hello, my name is Name. My name is Kerem. My name is Mikhail. My name is Muhteber. Битлис в средние века был крупным торговым центром. В XVI веке здесь правили курдские беки, а потом город попал во власть турок. Но по-прежнему большая часть населения – курды. На вершине скалистого утеса в самом центре Битлиса сохранились руины древней крепости. Сейчас там идут археологические раскопки. Вход туристам закрыт. Для наших путешественников, как для группы журналистов из России, сделали исключение. Раскопки, правда, попросили не снимать, только вид сверху на город. Местные жители себя снимать не запрещают, наоборот, с готовностью позируют. О, далеко, да? А вы из Да, 1 час ехать. На улицах подходят с советами, что и где стоит посмотреть. Ну хорошо, да. Замечательные места есть. Утро встретили на краю поля у реки Тигр. Как утверждают ученые, где-то примерно на этом самом месте люди впервые занялись сельским хозяйством, стали выращивать пшеницу. Первую крепость построили римляне. Они назвали ее Кефи. В 640 году арабы отвоевали крепость у византийцев и переименовали в Хисн-Кайфа. Отсюда и современное название города. Крепость, несмотря на свой внушительный вид, ни разу не смогла защитить город. В
1232 году его захватили курды, а в 1525 году турки. Мост, полуразрушенные опоры которого торчат посреди реки до сих пор, построили арабы. По нему проходил Великий Шелковый путь из Европы в Китай. В 1534 году турецкий султан Сулейман I присоединил Хасанкейф к Османской империи, обеспечив безопасность от внешних врагов и тихую, спокойную старость. А большинство населения здесь по-прежнему курды. Лезем в узкое ущелье. Пока неизвестно куда. Хасанкейф относится к числу старейших городов мира. Первое поселение возникло на этом месте около 9000 лет назад. Жили тогда в пещерах. Часть из них сохранилась до наших дней. Город рос, развивался, старел. Скоро его совсем не станет. Хасанкейф попал в зону затопления новой плотины и в самом ближайшем будущем уйдет на дно рукотворного моря. Вот теперь идем обратный путь, где поднимались, хотели сократить. Не получается. Он же как кусаем, заводит куда-то. А мы маемся. Последний взгляд на город, которого скоро уже не будет. Обед в традиционном ресторане с видом на разрушенный мост. И в путь. Уже 2 водителя было, и нас еще 4 подобрали. Короче, вот вшестером в одной кабине едем в грузовике. Опа! Мидиат – памятник исторического наследия. Новые здания здесь не строят, а старые тщательно реставрируют. Жизнь течет неспешно, но бывают и драматические коллизии. Они также проходят на улицах, на глазах у соседей и случайных зевак. Вот одна из них. Корову хотят отвезти на убой, а она упирается. Никак не удается затащить ее в кузов. Туда уже и теленка завели, и миску с лакомством. Но все бесполезно. Животное как будто чувствует, какую судьбу ему уготовили, и упирается изо всех сил. Мидиат находится недалеко от Сирии. Здесь много христиан сирийской православной церкви, поэтому и вино не под запретом. Его здесь и производят, и открыто продают. Город Мардин основан ассирийцами. С тех давних пор здесь кто только не жил. Настоящий плавильный котел переваривал арабов, курдов, турков, армян. И сейчас бок о бок стоят мечети и церкви, арабские дворцы и турецкие мазанки. А далеко внизу видны долины Северной Сирии. Над старым городом нависает крепость. Она до сих пор используется по прямому назначению, как военная база. Шанлы-Урфа, или Священная Урфа, город очень древний. По легенде, где-то здесь находился ветхозаветный Эдем. Немного сбоку от старого города, на вершине холма Дамладжик, сохранились руины большой крепости. Она прекрасно защищена, с одной стороны крутой обрыв, а с 3 других – глубокие, вырубленные в скале рвы. 2 классические 15-метровые колонны, одиноко торчащие на обрыве, остались от стоявшей на этом месте церкви III века. Вниз к основанию скалы ведет подземный ход. По легенде, в Урфе родился ветхозаветный пророк Авраам. Пещера, где это произошло, место святое. И для иудеев, и для христиан, и для мусульман. Она находится во дворе мечети, но вход открыт для всех. Правда, мужчины и женщины входят через разные двери и попадают в разные части пещеры.
Именем пророка Авраама назван и пруд со священными карпами. Каждый паломник считает своим долгом их покормить. На берегах построили и церкви, и мечети, и торговый центр. В парк люди приходят и просто отдохнуть, без всяких религиозных целей. Это настойка. Типа прополис. От слепоты, от глухоты, от немоты. Ну, от чего? Типа прополис, я не знаю, чего-то. Харан или Каре – один из древнейших городов мира. Он упоминается в библейской книге «Бытия» как место погребения отца пророка Авраама – Фара. Здесь жили и другие персонажи Библии. Материальных свидетельств сохранилось немного. Самые большие руины – это остатки сравнительно молодой по меркам города мечети. На руинах древнего города сейчас обычная турецкая деревня. Крепость в Харане существовала уже во времена хеттов. Позднее она неоднократно перестраивалась. Самые сильные изменения были внесены в X веке арабами. Сейчас цитадель очередной раз реставрируют. Вход внутрь запрещен. Деревня Халфети стоит на берегу водохранилища на реке Ефрат. Ефрат – река легендарная, место зарождения одной из древнейших цивилизаций. Когда построили плотину, древнейшие населенные пункты оказались затопленными. Вот и торчат минареты прямо из воды. Не пострадала от наводнения только крепость Румкале. Ее предусмотрительно построили на высокой скале. Античному городу Зиугма не повезло. Город, название которого переводится как «мост из лодок», был основан у древней переправы через Ефрат. Здесь Александр Македонский проходил по пути в Персию, а позднее в этом же месте пошли караваны по Великому шелковому пути в Китай. Но после строительства дамбы и подъема уровня реки большая часть города скрылась под водой. Город Бериджик также находится на берегу великой реки Ефрат. Его основали древние греки. Именно они построили крепость, руины которой можно и сейчас увидеть на вершине холма в центре города. Здесь были Александр Македонский и крестоносцы, арабы и турки-сельджуки.